Доброго времени суточек, зрители нашего канала «Жизнь в деревне». Сегодня снова обзорный ролик, обзорный инструмент. Как она? Цепная мини-пила аккумуляторная. Мне, если честно, она нафиг не нужна. Но вот отец, мне тут уже, наверное, второе лето. Что-то все тут классная вещь, может купить. Думаю, надо ему подарить. И, короче, на Яндекс.Маркете я его, по-моему, за 2400 урвал. С одним аккумулятором. Аккумулятор, это фирма Дека. Сразу говорю, аккумуляторы подходят от Makita, от Zitrek, там. Фиолент еще какой-то там. В общем, все от линейки Makita. Так, собака, поди пока отсюда. В общем, думаю, надо снять обзор. Ну давайте характеристики какие тут. 20-вольтовый. Емкость АКБ, 2-амперный, но у меня в основном 4-амперный. Это для шурика есть что пригодится. Так, скорость движения цепи неинтересна. Длина шины 4 дюйма. Цепь, посмотрел, стоит то ли 340, либо 440 рублей запасная. Но я думаю, есть же не доски пилить, а в основном только ветки. И думаю, быстро она затупляться не будет. Но все равно цепь на всякий случай сразу заранее закажу. Пускай будет в коробочке лежать. Так, ничего не лазил, не смотрел, что там внутри. Инструкция. 1 АКБ с индикатором. Дековские мне больше всех нравятся. Желтенькие такие, симпатичные. Так, зарядник опять. Вот такой, просто штекер. Так, сама пила. Чем она мне понравилась? Что здесь есть масленка. И цепь можно натягивать не какими-то винтами, по-моему, а вот этой лабудой. Кстати, такая тяжеленькая. Вот, ладно, пусть пока валяется. Что там дальше? Так, шина сама вроде. Защитный кожух там, видимо, тоже. Сама цепь. Вот. 1/4. Сколько тут зубьев? Не знаю, 43, наверное, зуба. Ну, в общем, ладно. В интернете все написано. Потом винтики какие-то шестиграннички. И все. Чего? Надо собирать. Так. Надеюсь, все видать. Сам пока не знаю. Здесь он будет, когда масло наливать буду, будет видно объем. Это подкачивать масло. Сюда масло заливается. Где бы мне такую вороночку найти? Интересно. Интересно знать. Так. Двигатель, наверное, щеточный. Брать не буду. Фиг его знает. Так, нам, наверное, вот эту лабуду надо открутить. Открутил. Как ее снять? Все, легко снимается. Нет, натягивается оно все равно вон болтиком. Теперь нужно прикрутить вот эту защитную лабуду. С ней идет вот такая пружинка, гаечка, тьфу ты, шайбочка и гаечка. И винтик. И винтик. Все. Сейчас ее тут приспособлю. Короче, засовывается пружинка, шайбочка, и вот этот шестигранничек вкручивается, и все. Все легко и просто. Теперь цепь раздербаниваем. Так, поставил цепь, вроде правильно. Одеваю колпачок и закручиваю дрогалик. Фу, комаров. Так. Все, аккумулятор вроде заряжен. Масло пока не налил, зав буду тестить. Зав масло и налью. Сейчас давайте вон какую-нибудь веточку. Ну-ка, работает вообще. Ух. Зверь, машин. Эта веточка мне давно не нравилась. Она, оказывается, большая. Так, еще разочек-то.
Да что за ветки такие? Ну, вроде пилит. Но плохо, что на сухую. Надо масло. Что-то какая-то она слишком мощная для такой маленькой цепочки, мне кажется. Ну-ка, доска. Короче, ну давайте уж. В общем, без масла не буду больше мучить. Потому что ничего хорошего от нагрева не будет. Цепь только загубится. Но, блин, маленькая, но, кстати, увесистая. Килограмма, ну, 2,5. 3, наверное, весит. Нет, 3, наверное, загнул. 2,5 точно есть. Ладно, не поленюсь. Сейчас весы притащу, взвешу. Ну, блин, мне нравится. Рука защищена. Это защищена. Масленка есть. Да мне кажется, даже за 3,5. Это супер цена. Еще и аккумуляторы подходят от всего. Ух, ссылку оставлю обязательно. Так, утро следующего дня. Вчера папка ее потестировал, все ему понравилось. Налили сюда масло. Здесь вот такая, как это, в общем, резиночка, чтобы подкачивать масло. И когда на нее нажимаешь плотно несколько раз, вот здесь, около цепи, есть маленькая дырочка, и оттуда прям масло вытекает на саму цепь непосредственно. Короче, чуть-чуть попилили, пару раз нажали, и цепь смазалась. Все. Что попилить? Конечно, такой брус, такой никто не пилит, но для теста уж так и быть. 100 на 100, не гнилой. Звонкий. По-моему, прошлогодний. Что-то у меня остался. И валялся тут. Ну что, давайте попробуем попилить. Ну, явно не за раз. С двух сторон, как минимум. Кстати, забыл сказать, аккумулятор-то нифига не заряженный. Всего 2 деления. Поэтому, может, слабовато идет. Сейчас извиняюсь. Сам брус шевелится у меня. Так. И с другой стороны. Сам отключается. Видать, когда зажимать начинает, сразу защита срабатывает, чтобы ничего не сгорело. Подмаслим. Все, наконец-то спилил. В общем, что скажу. Можно. Но не для этого. Не для этого она создана. Просто показал, что он могет. Надо вот. Подходите к какому-нибудь там яблонька, вишенка. Смотрите. Сейчас. Смотрите. Ветка вовнутрь растет. Ну нафига она нужна внутри? Сейчас, чтобы несколько раз ее можно было отпилить. Взял. Отпилил. Взял. Отпилил.
Взял. Отпилил. Здесь, конечно, надо намазать. Плюс еще одной рукой очень как-то все это несподручно. Одной снимать, в камеру смотреть. Фу ты. Все еще на башку летит. В общем, смазывается. Сюда, кстати, не очень удобно наливать. Поэтому надо бумажку, ну как это, вороночкой сложить, либо шприцом. Мы бумажку вчера А4 сложили. Как вороночку поставили и налили. Масло вообще мало-мало уходит. И вот здесь вот белая полоска. И вот когда она темная, сейчас там вон на дне на самом осталось, то значит надо доливать. Вот. Цепь, кстати, дай-ка потрогаю. Давайте потрогаем. На улице еще жара. Цепь мы чуть-чуть расслабили, потому что, по-моему, я ее сильно перетянул. Цепь холодная. Вообще ничего не жгет. Хотя только что он брус фигачил. Кстати, вот сейчас брус пилил. Вот, и там пару дощечек. Ой, это как веточку. И покажу, сколько опилок туда налетает вовнутрь. Это еще вчера батя тоже им что-то пилил. И я ее больше не разбирал. Ой. Гаечка отсюда вылетела. Ну ладно. Сейчас мы ее вставим на место. А, ну вот, смотрите. Фу. И вот эта маленькая дырочка. Вот оттуда масло поступает. Сейчас не знаю, получится показать. Ну, в общем, видно, оттуда немного оно течет. Я тут первый раз не понимал, откуда течет, как накачал, как у меня как брызнуло в лицо. Штаны все изморало. В общем, без цепи лучше это не нажимать. Кстати, не успел показать, когда сильно перекачал маслом и включаешь, лишнее масло прямо аж по кругу на весь корпус налетает. Все, и что еще? Так, аккумулятор. Также 2 деления. Но другой не ставлю, более мощный, хотя у меня их полно. Потому что вот он шел с одним в комплекте. Кстати, ну короче, около 3000, по-моему, он стоит. По-моему, около 3000. Я успел, по-моему, за 2400 его купить. Сейчас около 3. Ну там цены туда и сюда, сами знаете, прыгайте. Короче, брусочек где-то 40 на 40 примерно. Вот типа как имитация доски. Как имитация доски. И вот давайте ее попилим. Сейчас я как-нибудь тут... Может, штатив надо было притащить, конечно. Но все по-живому. В общем, сучок был как-то не очень удобно. Еще и он прыгает, потому что я локтем только прижимаю. В общем, вот здесь, наверное, нет. Вот здесь вроде нет сучка. Давайте здесь. Вот. Нет сучка, сразу махом пилит. Да и я посильней доску прижал и саму цепь прижал немного посильней. Эх. Ну, в общем, пилит оно. И пилит. Чего? Думаю, можно и итоги подвести. Кому нужна эта штука? Мне, вот в принципе, вот, я всегда, они уже сколько лет, наверное, 4 как минимум, тут уже постоянно они в продаже везде, показывают. Я думал, оно мне нафиг не надо. Взял он ножовку, пошел и отпилил веточки. Папка, нет, мне года 2 промывал мозги, говорит, надо, вот хочу типа такого. Мини-пилу, говорит, чтобы сучочки подпиливать. Потому что каждый год он подпиливал, а не я. Везде приезжает, каждую осень мне все подпиливает. Поэтому мне нафиг эта пила-то и не нужна. Ну, думаю, ладно, папке надо подарить. Папке надо подарить. Сейчас
Немного я вот ей попилил. Суть мне ее ясна. Вещь удобная. Нелегкая какая-то погремушка. Вес имеет. Сейчас, пошлите, кстати, взвесим. Так, на весах у нас 0. С аккумулятором 2-амперным ставлю. Кило 300 всего. Окажется тяжелый, как будто бы 2,5. В общем, извиняюсь, наврал. Ну, показал же. Показал же. Короче. Какие плюсы? Извиняюсь, у меня там на заднем фоне кролики шумят, гремят. Какие плюсы? Все, что нужно. Веточки, сучочки там, яблоньки, вишенки подпилить. Мило дело. Подкачка масла есть. Цепь. Вот не соврать бы, по-моему, 340. Но есть даже 440. Этой цепи, извиняюсь, хватит думаю, на года 2. Но вторую запасную я все равно лучше приобрету. Здесь затягивается просто вот этим барашком. Потом аккумулятора одного, вот в комплекте, мне кажется, одного, если чисто для огорода, за глаза вам хватит. Потому что вчера батя какое-то дерево и пилил. Сейчас я вон брус фигачил. Оно как было, он 2 деления, так и осталось. Тем более из коробки он пришел не заряженный. Также и было на нем 2 деления, по-моему. Поэтому для ваших нужд там в огороде подпилить махом все хватит. Да и зарядить его, что там, поставили на час, он зарядился и снова идете. Ну, если хотите, можете с 2 покупать. Мне кажется, одного за глаза. Плюсы еще что? Вот эта защита есть и вот эта защита есть. Минусы. То, что масло я сказал. Из минусов. То, что цепь надо подтягивать. Это, конечно, все я один раз делал. Вот здесь шестигранником. Очень неудобно. Потом чего еще? Вот эта шина 10 сантиметров. А могли бы сделать и побольше. Но с другой стороны была бы больше. Нагрузка на движок больше. Цепь дороже. Поэтому не знаю, минус это или плюс. Все ветки, к которым я, грубо подходил, этой цепи хватало. Брус надо пилой пилить, электрической. Или бензопилой. А не вот такой аккумуляторной маленькой сучкорезом, грубо говоря. В остальном мне все нравится в ней. Из сарая вышел, кролики там шуметь замучили. В общем, ссылку в описании на него оставлю. Вопросы, советы. Все приветствуется. Все прочитаю. На все отвечу. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал «Жизнь в деревне». Еще раз всем спасибо и пока-пока.